Помнишь, как мы в детстве, а может быть и не только в детстве, часами играли в компьютерные игры и совершенно не замечали, как пролетело время? Примерно так же работают сайты, которыми я хочу сегодня поделиться. Только вместо того, чтобы просто играть, мы еще будем изучать языки. И да, там будут действительно игры, интерактив и всякие необычные штучки. Какие-то из этих сайтов я действительно использую у себя на уроках как преподаватель, а какие-то я просто нашла и влюбилась. Если ты впервые на моем канале, большой тебе привет. Меня зовут Камила, и я делюсь всякими творческими и необычными подходами к обучению. Добро пожаловать! Ну а всем тем, кто меня уже знает, привет! Рада тебя снова видеть здесь. Ну что, поехали? И вот наш первый сайт. И первый наш сайт под названием Lookupper. Это сайт, который, во-первых, нам понадобится на всех других сайтах, которые я буду сегодня показывать. Во-вторых, это супер классный инструмент для любого изучающего иностранные языки. Lookupper — это экранный переводчик, который просто в считанные секунды переводит слово прямо здесь, прямо сейчас, прямо в моменте, сразу добавляет в словарь, переводит слова просто сочетанием клавиш. О, это слово, кстати, название фильма, которое я сейчас буду смотреть. И самое классное, что я ценила в этом инструменте, это качество перевода. Он переводит слова не сами по себе, как это делает Google Translator или другие приложения, а прям в контексте, с учетом того, как оно использовано в конкретном предложении. И это огромная разница для изучающих, потому что слово run — это может быть бежать, а run for presidency — это баллотироваться в президенты. Поэтому контекст — это очень важно, и Lookupper круто с этим справился. Вот, все слова добавляются в словарь, который тоже очень прикольный. Каждому слову добавлен уровень. Это необычно, я такого еще не видела. Напоминает, в каком контексте вы это все услышали или увидели. Мне очень понравилось, что словарь показывает синонимы к слову. Это супер круто. И если вы пользуетесь Анки, тут, кстати, очень удобно, все эти слова можно экспортировать. И это еще не все, потому что я не рассказала про самую крутую функцию этого инструмента. Мы можем использовать его, играя в игры. Такого я еще не видела. Одним кликом можете как бы остановить игру, он вам все переведет. Персонаж мой меня не осудил за это. Кстати, эта игра просто наимилейшая, она называется Wept. Это игра про то, как девушка-паук спасает своего парня-паука, которого украла птица. Я, как вы знаете, вообще амбассадор изучения языков в играх, поэтому играйте, переводите и устанавливайте очень классное приложение Lookupper. Следующий сайт, которым я поделюсь, называется Bamboozle. Название уже намекает, что скучно не будет, и картинки на сайте тоже на это намекают. И действительно не будет, потому что здесь более 1 миллиона готовых игр от преподавателей и учеников по всему миру. Грамматика, лексика и другой язык вы найдете тоже. По поводу игр на других языках. Здесь нужно прям вводить, допустим, там animals in French. Вот, тут немного, но мне кажется, надо на французском вводить, чтобы было побольше. Очень прикольно, это мой Риченька, это у меня Риченька такой же. Qu'est-ce que c'est? Но я бы хотела все-таки остановиться на английском. То, что я хотела показать, это collections и The Best of Bamboozle. То есть Bamboozle сайт сам создал самые лучшие игры. Допустим, здесь есть загадки. Я очень любила играть в такие вот загадки со своими студентами. Это действительно на подумать, прикольно. Вот, например, классические загадки можно посмотреть. Fun problems for students to think about. Let's go. Where can you find cities, towns, shops and streets but no people? Map? Maybe map? Yeah. Вот так я радуюсь, когда я что-то отгадываю. Какие еще collections есть? Там очень крутые collections. Фонетические игры, про погоду, степени сравнения, классные игры, прошедшие времена, профессии и так далее. То есть тут в collections очень много что интересного собрано. Вот интересно, а вот это что такое?
О, прикольно. По 3 словам и одной работе нужно угадать, что это за работа. Давайте попробуем. Fire, brave, water, firefighter. Супер nice. Я считаю, что это очень классное, кстати, упражнение. Все с картинками запоминающееся. И самое классное вот слева. Здесь есть play, study, slideshow, share. Play это... Есть тут премиум игры, но вот одна есть бесплатная. Это можно разделиться на команды, если вы, допустим, играете с друзьями или с учениками в классе. Questions only. Первая команда, ей можно дать имя, выбирают цифру 9. Needle, pain, hospital. Nurse, доктор. Первая команда ответила правильно, вторая команда animals, sick, kind. Vet, тоже вторая команда, тоже молодцы. Вот такой вот яркий, разноцветный, веселый сайт, на котором можно поковыряться и зависнуть. Не заметить, как выучишь очень-очень много слов. И если вам нравятся такие нестандартные идеи, подходы к изучению языков, я уверена, что вам понравится личный дневник языка, который я сделала самостоятельно именно для таких, как мы. В нем содержится 20 очень нестандартных упражнений, которые помогут увидеть и почувствовать язык совершенно с другой стороны. Ссылку оставлю в описании. Раскрываю секреты учителей дальше. Word Wall. На этом сайте тоже учителя делают свои уроки, делятся ими по всему миру. Чтобы перейти на французский, я обычно просто ставлю Word Wall French. Я выбираю French Grammar. Мне очень нравится этот сайт для изучения грамматики. Я считаю, что грамматику сложно преподавать в игровой форме, поэтому этот сайт просто lifesaver. Здесь большое разнообразие разных конструкторов, которые делают усвоение грамматики очень веселым и интересным. Мне нужно что-нибудь попроще. О, вот это вообще, это будет мне сейчас очень сложно. Вот это мы и сделаем. Regular verbs, то есть глаголы, так же, как у нас тоже, да, меняют свое окончание. Вот. Je regardais la télévision. Du chocolat. Вот так? Нет. Тогда вот так просто. Всегда все просто. Следующее. Vous écoutez, vous écoutez, vous. Ей, ура! Господи, сколько счастья. Нет? Вот это значит, да. Так, окей. Окей, то есть вы понимаете, да, что я сейчас очень много учу грамматических правил в процессе. Mes parents en pique-nique. Финисом. Ей! Уху! Вот, а еще здесь справа можно поменять, сделать другой стиль игры. То есть, допустим, ты выбираешь. Ух ты! Mes parents. Только что было, да? Вот это. Ага. Вот. Класс. Еще можно spin the wheel. Есть еще такое. Mon frère et moi. Mon frère et moi. Ей! Господи, я так радуюсь своим победам. Это вообще... Ой, столько позитивных эмоций ты получаешь от изучения языка. Особенно, когда не обращаешь внимания на то, что ошибся. Так, tap the matching. Vous, de la musique. Вот это хорошо. Écouter, écouter de la musique. Ой, мне нравится. Все, я залипла, короче, да. Вот тут можно даже и пописать немножечко. Regarde. Je regardais la télévision. Ей! В общем, слушайте, нормально я французский знаю, неплохо. Отлично. Вот, такой вот сайт, супер, мега рекомендую. Язык можно поменять. Но вообще, это именно языковой сайт, это невероятно крутой сайт, им пользуется очень много учителей. И если вы, учитель, еще не пользуетесь им, просто обязательно рекомендую. Очередной lifesaver. Вот, следующий сайт.
Super simple, просто слова, как магнитики на холодильнике, такой посыл, и ты их расставляешь так, чтобы сделать из них поэму. Конечно же, никакую профессиональную поэму составлять не нужно, а мне нравится здесь просто играться со словосочетаниями, например, sanctuary, вот название, да, поэму, какое у нас будет? Sanctuary Universe, просто потрясающе, ля-ля-ля, очень красиво. Не знаем, что такое sanctuary, нажимаем что? Святилище. Broken picture. Nice. Broken picture. В общем, не надо ничего усложнять, можно просто поиграться. Особенно поиграться... Гей? What? Gang. Gang. Gang fluff. Извиняюсь. Could. Gang fluff could go to one language. Вот такое вот obscure, абстрактное искусство у меня получилось. Когда нажимаешь random location, тебя приводит к чьим-то другим магнитикам, человеку, который создал магнитики до тебя. Understand spirit, must charm, mischievous like moonlight. О, вот это очень миленько. Play with storm. Миленько. I like sad wheat. Straight melancholy. Why must lust make her never love? О, so cool. У кого-то разбитое сердце, и кто-то курит травку. О, да, так, мы тоже можем что-то составить. Сейчас мы что-то составим и поделимся. Допустим, mad eye, like charm. О, красиво. Реально поэзия получается. Soft lie, yeah. Soft lie, come blue. Though, tiny fish, let love swim. Мне кажется, это очень мило. Mad eye, like charm. Soft lie, comes blue. Though tiny fish, let love swim. О, можно я поменяю? Soft lie will moist. Можно так? Mad eye like charm, soft lie will moist. Though tiny fish, let love swim. Господи, это шедевр! Это шедевр, дамы и господа. Share location. Copied. Share location. Мою локацию, может быть, кто-нибудь когда-нибудь увидит. Ребята, следующий сайт – это просто шедевр. Он создан при коллаборации Google и Грэмми-номинированного рэпера Лупе Фиаско, который за 20-летнюю карьеру в хип-хопе написал невероятное количество лирики, а все мы знаем, что хип-хоп-лирика – это то еще словесное искусство. И Лупе Фиаско – это не только рэпер, это еще человек, который, в принципе, интересуется лингвистикой, технологиями и вообще, как устроено творчество. Поэтому этот инструмент не только для писателей и рэперов, а для всех, кто работает со словами. И для нас, как изучающих языки, это невероятно крутой инструмент, чтобы познать глубину и разнообразие английского языка. Такой вот крутой, красивый сайт. Здесь аж целых 9 инструментов, как разнообразить слова, словосочетания, истории. Сейчас мы посмотрим только парочку из них, а с остальными вы можете поиграться самостоятельно. Chain создает цепочку семантически связанных слов. Мы можем попробовать. Proof. Я не знаю почему. Proof. Очень классно для тех, кто действительно хочет разнообразить свой словарный запас. Proof, evidence, detective, mystery, clue, secret, whisper, echo. Очень прикольно можно задание придумать и вот брать все вот эти слова с номера 1 и сделать из них историю, потому что они все связаны между собой, и в истории они будут звучать резонантно. Очень круто, очень круто. А далее alliteration. Alliteration. Тут, в общем, нужно ввести тему. Russian roulette. По-моему, так пишется. И выберем букву М. Run. Угу. Macabre. Это что за слово вообще такое? Так, лукапер. Мрачный, жуткий. Угу.
Madness, meaningless, melancholy, memento, memento mori. Да, так, rap. Допустим, я напишу слово, давайте, love. Просто тут такое все розовенькое. То есть он на каждую букву будет составлять слово. Run. О, прикольно. Вау, класс. Living openly, valuing everyone. Letting our vulnerability emerge. Loyalties of various expressions. Вау, это очень круто, мне нравится. Luminous orbit vibrating eternally. Вау. Окей. То есть он за каждое слово L это luminous, O это orbit, V это vibrating и eternally. Так, fuse. Fuse находит intersections between two things. Мне кажется, он находит что-то общее между двумя вещами. Допустим, мы напишем cookie. Другое слово hospital. Both a cookie and a hospital can offer comfort. That's true. A cookie through its sweetness and hospital through its healing. Wow, so cute. Both cookie and a hospital can be associated with a process of creation and transformation. A cookie from raw ingredients and a hospital from sickness and to wellness. Трансформация. Трансформация печеньки из каких-то ингредиентов в печеньку, а больница от болезни к здоровью. Вау. Вот такие вот он нашел общие понятия между куки и больницей. На этом все. Спасибо, что поиграли со мной. Надеюсь, что какой-то из этих сайтов у вас отложится в памяти, и вы обязательно его попробуйте и классно, весело проведете время. Подписывайтесь, увидимся в следующих видео. Au revoir и чао-чао!